Часть 3. Раздел 2. Глава 3. О сверхъестественном стволе, к которому прививаются ветви. Давайте теперь рассмотрим тот сверхъестественный ствол, к которому прививаются отрезанные от старого ствола ветви. Иногда Иисуса Христа называют отраслью. Захария 3:8. Таков он и есть по своей человеческой природе, поскольку является ветвью и вершиной древа дома Давида. Иногда его называют корнем. Исайя 11:10. Иногда обоими именами «Я есмь корень» и потомок Давида. Откровение 22:16. То есть он, как корень Давида, есть Бог, а как потомок его, он – человек. Текст, приведенный в начале раздела, гласит о том, что Христос является лозой. То есть как посредник, он есть ствол виноградной лозы, ветвями которой являются верующие. Подобно тому, как живительные соки поступают из земли в корень и в ствол, а оттуда поднимаются к ветвям, таким же образом божественная жизнь через Христа, как посредника, передается тем, кто верой своей соединен с Ним. Как послал меня живой Отец, и я живу Отцом, так и идущий меня жить будет мною. Иоанн 6:57. Итак, Иисус Христос – это посредник. А не только Бог, как считают некоторые. И не только человек, как обычно считают паписты. Он – посредник и Бога-человек, как написано. Церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своею. Деяния 20:28. И еще. Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу. Евреям 9:14. Божественная и человеческая природа Христа имеют свои особые проявления, но в служении посредника проявляется действие и той, и другой природы. Эта истина может быть проиллюстрирована в действии огненного меча, который одновременно и рубит, и сжигает. Рубя, он сжигает. Сжигая, он рубит. Сталь рубит, а огонь сжигает. Поэтому Христос, Бога-человек, и является стволом, ветвями которого являются верующие, которые соединены с Ним. Они едины с Ним в Его человеческой природе, ибо они – члены тела Его, от плоти Его и от костей Его. Ефесянам 5:30. Они едины с Ним в Его божественной природе, ибо именно так говорят апостолы об этом союзе. Христос в вас – упование славы. Колоссянам 1:27. Через Него верующие соединены с Отцом и Святым Духом. Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и Он в Боге. 1 Иоанна 4:15. Вера, связующая основа этого союза, принимает всего Иисуса Христа, Бога-человека, и таким образом соединяет нас с Ним. Обратите внимание, о верующие, на свои высокие привилегии и преимущества. Когда-то вы находились наравне со всеми ветвями выродившегося ствола, но благодаря милости Божией стали ветвями истинной виноградной лозы. Иоанн 15:1. Вы были отрезаны от мертвого и смертоносного ствола и привиты к последнему Адаму, который есть Дух животворящий. 1 Коринфянам 15:45. Урон, нанесенный вам через первого Адама, с избытком возмещен союзом со вторым Адамом. Первого Адама, в своем лучшем состоянии, можно сравнить лишь с невзрачным кустом, по сравнению со Христом, истинным деревом жизни. Он был лишь слугой, Христос же – это Сын, наследник, Господин всего, Господь с неба. Нельзя отрицать, что в Первом Завете к человеку проявлена Божья милость, но великая Божья благодать Второго Завета настолько превосходит ее, как солнце в зените превосходит сумеречный свет.